китайцев. Мы знаем, что китайцы бросают канализацию с китайских отелей на берегу Байкала просто в озеро, что они чудовищно вырубают леса, что они земледелие китайское отравляет почвы ради сиюминутного результата настолько, что почва становится стеклянной, они засыпают это удобрениями, вырастают такие помидоры размером в этот футбольный мяч, говорят они еще с какими-то там белыми разводами, травятся жители Приморья. Вот, глядите, хотел вам показать. По вот этой вот дороге ежедневно вывозится более 10 лесовозов кедрача и сосны. По 40 кубов, задумайтесь, ежедневно. Нашу тайгу, район Васюганского болота Томской области, отдали на 50 лет вывозить наш лес. Что интересно будет через 50 лет с нашим лесом? Там будет просто степь, будет сплошное Васюганское болото. Просто весь лес, кедрач. Ему цены нету этому лесу, его просто пилят. Почему все это всем безразлично? Почему местным жителям нельзя ничего брать, а им можно? Почему они могут зарабатывать миллиарды, а местные жители даже 50 тысяч не могут заработать? Почему мы не можем себе взять этот лес на строительство, а они могут взять на что угодно? Почему все везде куплено? Почему кругом коррупция? Здесь площадки изуродованной тайги. Лес стали рубить стремительно и внезапно. Еще месяц назад здесь была дикая уссурийская тайга, пролегали тропы животных. Ранее егеря тоже пытались выяснить, что происходит в их охотугодиях, но безуспешно. Та система, которая выстроена в настоящий момент, позволяет сжигать леса, вырубать леса и продавать за границу. Это единая схема на всю страну. Россия – это, вообще говоря, не место для жизни. Это такая площадка для охоты. Это такая вот дичь, выброшенная на съедение всем, кому не лень. Нужно, чтобы Россия горела. Почему? Потому что пожары – это как в операции «И», это прикрытие того, что творится в лесу. Иркутская область, например, лидер по вырубке лесов и лидер по незаконным вырубкам лесов. В Красноярском крае творится черт знает что. Вот эта знаменитая женщина, по-моему, Давыденко, да, ее фамилия, она сказала, что 42, по-моему, миллиарда стоит то, что вывозится лес из Красноярского края. Из них около 70% в Китае в бюджет поступает чуть больше 1 миллиарда. Ее уволили. Вот этот губернатор Ус, он мультимиллионер. Чего сейчас все забеспокоились по поводу пожаров? А то, что прокуратура должна была заняться Усом, когда он воровал и когда его жена наживалась за счет лесного хозяйства Красноярского края, почему это никого не волновало? Я вот не хочу все время говорить про власть. Власть делает то, что ей позволяет. А у них проблема только одна – схватить больше и отбежать с этим дальше. Все. Вот больше ничего не просматривается. Они просто вахтовым методом здесь. Все уезжает туда. Кто-нибудь из них остался здесь? Никто. Сын Уса где-то там недвижимость за рубежом свою там устраивает и так далее. Журналист Кана то и дело указывает на бывшие гарнизонные городки в приграничной зоне, которые вымирают так же, как станция Мирная. Люди еще живут в окружении руин, но кто может уехать, уезжает. К 3 фирмам с частичным иностранным капиталом были сданы в аренду почти 40% территории района на 49 лет. Повод – обеспечение сырьем будущего Амазарского целлюлозного комбината. Тот факт, что с начала строительства комбината прошел почти десяток лет, а производства до сих пор нет, при этом, вероятно, не учитывался. Если тайгу действительно поджигают, а ее поджигают, и тому много доказательств. А почему ее поджигают? Чтобы скрыть размеры вырубок. Чтобы потом дешево продать подпаленный лес. И Китай его, например, охотно покупает. Человек, который поджигает дерево, должен быть расстрелян. Вот просто, потому что дерево – это не только кубометры древесины. Ведь у нас сейчас почему не выезжают на пожары и не вылетают? Они говорят, это экономически нецелесообразно. Они посчитали лес в кубометрах древесины. А все остальное, кислород, поглощение углекислого газа и так далее, да, не посчитали. У нас сидят в правительствах всех уровней вот такие, значит, психически неадекватные, даже уже не умные, а психически неадекватные, которые не понимают, что дерево – это то, что вы сказали. Кстати, живое дерево в 5 раз дороже, чем срубленное. Это даже экономисты посчитали. Да, и дерево – это вообще тот, кто держит экосистему. А там миллионы животных, микроорганизмов и так далее, то есть наша пищевая цепочка. То есть мы остаемся… Лес – это еще и вода, которая удерживает влагу. А почему кислород падает? Потому что кислород некому выделять. Мы порубили леса, мы уничтожили фитопланктон. Итого, я еще раз хочу подчеркнуть. Виноват каждый, вот просто каждый. Почему ты молчишь? Думаю, что стабильность гарантирует поступательное развитие Китайской Народной Республики. Наша гордость в основном за наше прошлое, то, что заслужили наши деды и прадеды, которые живут сейчас хуже всех, на минимальную мизерную пенсию. Понимаете, все в прошлом. Гордость у меня
Дедушка воевал под Сталинградом, дядя воевал на Курской дуге. Раненые, но не вернулись. Я горжусь. Я многими другими своими соотечественниками горжусь, которые выстояли многие-многие годы лихой войны. Блокаду выстояли. А сейчас что? А у нас опять продолжается выстаивание. Мы не живем, мы выживаем. Рассказал об одном из своих товарищей, мама которого обратилась ко мне как раз 8 лет назад, когда его привезли в останках. И маме было сказано совершенно конкретно, что откроешь рот, тебя лишат абсолютно всех надлежащих выплат и почестей. И парня похоронили без роду и племени. Когда она обратилась за выплатами, ей сказали, какие выплаты. Документы-то, в общем-то, он был в командировке, в частным лицом. Я думаю, что этот конфликт... Собственно говоря, такая же история была, когда афганцы сюда приходили. Сначала они очень короткое время были героями. Когда они приходили после, они уже приходили как люди отверженные. И очень многие из них пошли в криминал, и я понимаю, почему.